Всем привет, ребята! Сегодня я вам расскажу, как быстро, а самое главное идеально наклеить защитное стекло на ваш смартфончик. Сегодня мы будем клеить вот такое защитное стекло на смартфончик Xiaomi Redmi Note 8. И вообще труда нам это не составит. Как вы знаете, вообще сейчас в магазинах мало того, что у вас сдирают $10 за стекло, так у вас еще $7 берут за наклейку этого стекла. Ведь это стекло может наклеить даже ребенок. Сегодня я вам расскажу, как наклеить вообще любое стекло, то есть их бывает очень много разновидностей, 6D, 15D, 20D, простое, то есть как наклеить этим способом вообще любое стекло. И самое главное, очень быстро, понятно и доходчиво. Ну что же, давайте поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! И вот такое, ребята, стекло мы будем сегодня клеить на замечательный смартфончик Xiaomi Redmi Note 8. Вот, я покупал именно 6D, также они могут называться 12D, 20D, есть даже 40D, то есть уже смотрите сами. Например, я беру всегда 6D. Отличается чем оно 12 и 20D, не знаю, на мой взгляд, ничем оно не отличается. Также в комплекте идут влажные и сухие салфетки, а также есть скотч. Обращайте внимание, салфетки могут называться по-разному. То есть на влажной салфетке будет написана циферка 1, на сухой салфетке циферка 2. То есть зависит от поставщиков. Сейчас нам нужно взять смартфончик и очень-очень важный шаг сделать. Это очистить от всевозможного загрязнения сам экран смартфона. Что мы делаем? Да, мы берем влажную салфетку. Опять же, говорю, у всех поставщиков они называются по-разному. То есть может быть циферка 1. Берем влажную салфетку. Это такие влажные салфетки, как вы используете для очистки рук, то есть покупаете. Вот, берем эту влажную салфетку и полностью очищаем наш экран. Проходим все углы, все тщательно очищаем от любых загрязнений. То есть вот так вот. А теперь что нам нужно сделать? Взять сухую салфетку. Правильно, она такая же, как и влажная салфетка, только не имеет никакой жидкости для очищения. И проходим то же самое по всему смартфончику. Тщательно, ребята, это очень важный шаг для наклейки стекла. Вот так вот проходим, чтобы не было никаких пятен, ничего. Вот так. И, как мы знаем, после салфеток остаются всевозможные пылинки и так далее. Что нам нужно сделать? Правильно, нам нужно эти пылинки убрать. А как это сделать? Не пальцем же их убирать. И правильно, в комплекте идет вот такой вот скотч. Мы его отклеиваем и убираем наши пылинки. Вот так это делается. Вот так. Не жмем, не весь скотч приклеиваем вот этот к поверхности экрана, потому что потом, когда вы его отклеите, все равно останутся какие-то следы. А легонечко вот так вот убираем пылинки всевозможные. Вот так. Это очень важный шаг, потому что если под стекло попадет пылинка, потом, когда вы наклеите стекло, у вас появится там воздух, да, ребята, и это выглядит, на мой взгляд, не очень хорошо. Вот так, убрали все пылинки, можно сказать, наш смартфончик идеально чистый и без каких-либо пылинок. Сейчас что нам нужно сделать? Правильно, взять наше стекло и приступить к наклейке на наш смартфон. Что мы делаем? Мы берем наше стекло, вот как вы видите, у меня 6D, и аккуратно, не спеша, самое главное, отклеиваем наше стекло от транспортировочного вот этого полотна. Очень аккуратно, не спеша, ребята, потому что стекло у нас треснет в один миг, если мы сделаем какую-нибудь процедуру не так. Вот так аккуратненько, лучше посидите 2-3 минуты, но отклейте стекло аккуратненько. Вот так происходит. Я чуть-чуть перемотаю, чтобы вас не нагружать. Вот, отклеили мы стекло, и теперь
как нам идеально все-таки наклеить. Вот, как вы видите, у меня на смартфончике появилась пылинка. Также я ее убрал. Вот так обязательно тоже перед наклеиванием стекла проверьте на наличие пылинок. Вот, берем 4 пальцами наше защитное стекло, вот так, с 2 сторон, и легонечко прислоняем к смартфончику. То есть мы берем 4 пальцами наше стекло и также прислоняемся 4 пальцами к нашему смартфончику. И приближаем наше стекло все ближе и ближе к смартфончику. И так вы всегда идеально наклеите ваше защитное стекло. Как только мы приблизились к смартфону как можно ближе, мы просто отпускаем стекло, и оно ложится идеально ровно на все смартфончики. На все, вот так. И теперь просто берем палец наш и, можно сказать, нажимаем на наше стекло и видим, как наше стекло приклеивается к поверхности нашего экрана. Вот так это происходит. На мой взгляд, очень интересная процедура. Вот так. И, ребята, еще один нюанс. Не пугайтесь, когда вот вы видите в начале не проклей. Это будет по-любому, потому что у нас есть эффект 6D в этом стекле. То есть мы потом берем просто пальцем и вот так вот приглаживаем со всех углов. Это происходит, на мой взгляд, очень марудно. То есть вам достаточно долго нужно потратить время, чтобы приклеить стекло. И вот так вот разглаживаем все углы. Тем более, когда вы начинаете пользоваться смартфончиком, наше стекло все больше и больше приклеивается к экрану смартфона. Так что имейте в виду, вот как вы видите, я все разгладил, и у меня стекло, можно сказать, идеально легло. И все, как вы видите, само приклеивание стекла к смартфончику занимает 3 секунды, 4. Действительно, все время занимает подготовление к наклеиванию стекла. И это очень важно, что вы можете любое стекло наклеить за 3 секунды, используя вот этот метод. Вот, как вы видите, не проклеив, вы просто берете пальчиком и все разглаживаете. То есть потом, когда будете пользоваться, все идеально будет у вас с вашим стеклом. Опять же, зависит все от качества стекла, так что выбирайте не слишком дешевое стекло. Я всегда покупаю в Китае и покупаю более-менее у хорошего продавца. Вот, как вы видите, все наклеено идеально, никаких пузырьков, тем более каких-нибудь волосин на экране тут нету. Вот так выглядит наш смартфончик с защитным стеклом. И, на мой взгляд, действительно он прикрыл почти 99% всей площади. Вот мы и узнали, как наклеить защитное стекло на ваш смартфончик. Действительно, ребята, никакого труда не составляет наклеить защитное стекло. Как вы видите, я потратил где-то 3-5 секунд, чтобы наклеить защитное стекло. Все остальное время заняло именно подготовление нашего смартфончика для наклейки защитного стекла. Этот шаг не нужно пропускать, то есть действительно лучше посидите, все очистите и так далее, чтобы ваше стекло легло идеально и, можно сказать, навсегда. Ну что же, задавайте вопросы в комментариях, кому что нужно. С вами был канал Техноом. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.